Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает сразу несколько тем, которые могут изменить политическую и общественную повестку. Теледуэль с Маркусом Зёдером, ночные новые сбои в аэропорту Мюнхена из-за дронов, новое громкое заявление главы федеральной полиции о миграции, неожиданный научный проект со свинячим искусственным интеллектом, рост цен на интернет от телеком и предложение ограничить социальные сети для подростков. Каждая из этих тем вызывает вопросы от политики до технологий и от безопасности до повседневной жизни. Что стоит за этими событиями и какие последствия они могут иметь для Германии и Европы, разберу прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые важные последние новости Европы и Германии. Итак, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что готов участвовать в теледуэле, внимание, с кандидатом от партии «Альтернатива для Германии» АДГ накануне следующих выборов в земельный парламент. Если «Альтернатива для Германии» к тому времени станет второй по популярности из партии в вопросах. Он отметил, цитата, «С АДГ нужно разговаривать и показывать различия. По словам Зёдера, «Альтернатива для Германии» несет риски для демократии, безопасности и благосостояния, и эти вещи нужно обозначить открыто». Как пример успешного противостояния он привел теледуэль в Тюрингии, где кандидат от Христианско-демократического союза ХДС Марио Войт в дебатах с главным кандидатом от «Альтернативы для Германии» АДГ Бёрном Хёке сумел укрепить позиции своей партии. Зёдер подчеркивает, он не уверен, будет ли теледуэль с кандидатами от зеленых или красных партий, все зависит от расстановки сил ближе к выборам. Он также объяснил, что давая интервью даже на платформах с иной редакционной линии, он пытается достучаться до тех избирателей, которые в настоящий момент склоняются к «Альтернативе для Германии». Цитата. «Если хочется вернуть этих избирателей, надо сначала дойти до них», сказал Зёдер. Таким образом, заявление Зёдера – это вызов и приглашение открытому диалогу. Он предлагает не игнорировать «Альтернативу для Германии» АДГ, а публично выявить контрасты и убеждения. И это только начало. В аэропорту Мюнхена вновь сработал дроновый сигнал тревоги. И это второй вечер подряд, когда полеты перерываются. Внимание, более 6500 пассажиров были вынуждены провести ночь в терминалах. Около 23 прибывающих самолетов направили на другие аэродромы. 12 рейсов вообще отменили, а 46 вылетов не состоялись. Для пострадавших пассажиров раздали раскладные кровати, одеяла, напитки и легкие закуски. Власти назвали причиной остановки несколько сообщений о дронах в районе северной и южной взлетно-посадочной полос. При этом очевидцы сообщают, что дроны исчезали прежде, чем их могли точно идентифицировать. Утром аэропорту удалось возобновить работу, начиная с 7 часов, но загрузка операций будет возвращаться постепенно. Представители аэропорта предупреждают, задержки сохранятся еще весь день, призывают пассажиров проверять статус рейсов заранее. Полицейские же ведут свое расследование, они подтверждают две видимости дронов, но по-прежнему не имеют информации об их происхождении ни о целях. В Мюнхене уже высказываются призывы к ужесточению мер. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер требует, чтобы полиция имела право сбивать дроны при серьезной угрозе. Также обсуждается участие федеральных и земельных властей в создании законов и технических систем противодействия беспилотникам. Ситуация остается напряженной. Дроны, вошедшие в воздушное пространство над одним из крупнейших аэропортов Германии, вновь нарушили работу и безопасность авиации. Сегодня будут уделять внимание не только восстановлению рейсов, но и предотвращению повторных таких инцидентов. А теперь внимание, дальше события становятся еще напряженнее. Глава федеральной полиции Германии Дитер Роман заявил, что ведомство достигло предела возможности принимать новых прибывших. По его словам, ресурсной базы недостаточно, чтобы всех принять. Необходимо завершать процедуры раньше, а не просто пропускать людей дальше. В интервью он назвал это истинной парадигмой не продолжать транзит, а завершать административные процессы. Роман отметил, что часто органы вынуждены переносить меры по возвращению людей, даже когда решение уже вынесено из-за нехватки мест в удерживаемых учреждениях. По словам руководителя полиции, маршрутами нелегальной миграции пользуются сети больших структур, которые перенаправляют людей к границам. Иногда возвращение срывается буквально в последний момент, например, когда лица исчезают из системы контроля. Роман подчеркнул, федеральная полиция не должна играть роль транзитного сервиса. Ее задача не сопровождать эти потоки, а обеспечить законное управление границей. Он призвал к реформам, к расширению мест в удерживаемых учреждениях, к ускорению судебных и административных процессов, чтобы государство сохраняло контроль при массовых притоках. Такое заявление главы федеральной полиции усиливает давление на правительство в вопросах миграционной политики и границы. В ближайшее время ожидается обсуждение, как перераспределить ответственность между ведомствами и увеличить эффективность возвращений.
Следующая тема заставила многих задуматься. В земле Мекленбург, Переднее Померание, ученые, внимание, пытаются превратить искусственный интеллект в школьника по свинячьим звукам. Проект направлен на улучшение понимания того, чувствуют ли животные. По словам поведенческого исследователя Сандры Дюпьян из Института животноводства, планируется обучить искусственный интеллект распознавать нюансы звучания свиней от грубого хрюканья до смешанных звуков и по этому признаку оценивать их благополучие. В основе проекта база внимания данных с более чем 7400 звуковыми записями, взятых от свыше 400 свиней в разных ситуациях. Ученые хотят, чтобы фермеры могли получать автоматические сигналы, если животные испытывают стресс или дискомфорт. Но путь непрост. В шумном помещении, когда разные звуки перекрывают друг друга, искусственный интеллект сложно выделить нужный сигнал. Искусственному интеллекту сложно выделить нужные сигналы. Этот феномен называют эффектом коктейльной вечеринки. Люди справляются с таким шумом интуитивно, а машинам намного труднее. Чтобы облегчить задачу, звуковые сигналы преобразуют в графики, такие спектрограммы, которые уже анализируются как изображение. В этом помогают партнеры проекта, Институт графических данных и университеты. Проект – это часть объединенной инициативы. Цель не просто автоматизировать контроль за здоровьем животных, но создать систему, которая будет измерять реальное благополучие на уровне каждого животного без необходимости прямого наблюдения. Если же все получится, фермеры смогут вешать микрофон в стойло, и система сама будет следить 24 часа в сутки за состоянием животных. Это даст шанс быстрее обнаруживать проблемы и предотвращать страдания. Но это еще не главный поворот событий. В Германии скоро возрастут цены на проводной интернет для новых клиентов. Оператор Телеком уже с 1 октября повысил свой базовый тариф на свои предложения интернет плюс телефон примерно на 1 евро в месяц. И это повышение касается только новых подключений. Текущие клиенты изменений пока не почувствуют, их тарифы остаются прежними на данном этапе. Телеком объясняет повышение необходимостью компенсировать растущие расходы на инфраструктуру и поддержание сети. Кроме того, исследование показало, тарифы с низкой скоростью, например, DSL с 16 мегабит в секунду, подорожали особенно сильно. В сравнении с 2 годами назад такие подключения сейчас стоят в среднем на 7,7 евро в месяц дороже. Это значит, новые пользователи, особенно с невысокой скоростью, заплатят заметно больше. Старые клиенты пока временно защищены, но могут быть и последующие корректировки. Если вы подумываете сменить тариф или подключиться впервые, стоит обратить внимание, даже при росте цен остаются выгодные предложения на высокоскоростные соединения. Некоторые скоростные тарифы уже сейчас стоят дешевле по отношению к низким. В итоге, ваш следующий договор может быть чуть дороже, если вы подключитесь как новый клиент. Лучше заранее сравнивать доступные пакеты и выбрать то, что даст вам максимальную скорость за разумную цену. И здесь начинается самое интересное. Следите внимательно. Генеральный секретарь ХДС Христианско-демократического союза Карстен Линнеман предложил начать обсуждение о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. По его словам, то, что в сети происходит ежедневно, оскорбление, дискриминация, контент, с которым подростки еще не готовы справиться, стало ненормальным обменом. Линнеман говорит, что если такую ситуацию оставлять как есть, это будет невыполнение обязательств перед нашими детьми. Он подчеркивает, что лично открыт к идее ограничения доступа к социальным сетям до 16 лет, но считает, что сначала должна развернуться серьезная общественная дискуссия. Линнеман также отметил связь между интенсивным использованием соцсетей и ростом депрессии среди детей и подростков. Они сталкиваются с контентом, который они не могут адекватно осмыслить. Идея Линнемана уже встретила критику, некоторые политики считают ее труднореализуемой и даже нарушающей базовые права. Реализация подобного запрета юридически и технически сложная задача. Таким образом, предложение Линнемана – это начало дискуссии, защитить молодежь или ограничить свободу, и как сбалансировать безопасность и права в цифровом пространстве. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.